Иран продолжает находиться в состоянии тревожного затишья, которое все отчетливее воспринимается как пауза перед возможным резким обострением. Власти сохраняют жесткую информационную блокаду, из-за чего получение достоверных сведений изнутри страны остается крайне затрудненным. Любые сообщения из Ирана либо фрагментарны, либо исходят от заинтересованных сторон. На этом фоне Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеозапись протестов, заявив, что кадры были сняты в Тегеране 14 января, однако независимого подтверждения этой информации по-прежнему нет, что лишь усиливает ощущение информационного вакуума. Параллельно 14-й канал израильского телевидения сообщил, что представители иранской правящей элиты, включая Моджтабу Хаминеи, сына верховного лидера, якобы начали выводить за границу крупные суммы средств. Согласно этим данным, деньги переводятся в криптовалюте, а затем в Дубае обмениваются на доллары. Прямого подтверждения этим сообщениям нет, однако министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что у Вашингтона есть сведения о выводе из Ирана десятков миллионов долларов, не называя конкретных имен. В совокупности это подпитывает версию о нарастающей нервозности внутри иранской элиты и попытках заранее застраховаться от возможных потрясений. На этом фоне Франция рассматривает возможность предоставления иранцам терминалов спутниковой связи Eutelsat, системы, существующей отдельно от Starlink. Потенциально это может ослабить эффект интернет-блокады и расширить каналы коммуникации внутри страны, что в текущих условиях приобретает не только гуманитарное, но и политическое значение. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Fox News заявил, что число погибших в стране якобы составляет всего лишь несколько сотен человек, что казней нет и не планируется, а ответственность за происходящее он возложил на террористов. Одновременно Аракчи подчеркнул, что Иран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, однако дал понять, что ракетная программа не подлежит обсуждению. По сути, это означает, что пространство для реальных переговоров с Западом остается крайне узким. На фоне этих заявлений Дональд Трамп продолжает сохранять стратегическую неопределенность. Американские средства массовой информации сообщают, что он требует готовности к быстрому и сокрушительному удару по Ирану. При этом часть его окружения сомневается, что такой сценарий приведет к желаемому результату. Американские военные базы вокруг Ирана приведены в состояние повышенной готовности. Многие страны призвали своих граждан покинуть страну, а авиакомпании массово отменяют рейсы как в Иран, так и из него. Параллельно звучат предупреждения и в отношении возможных ограничений полетов в Израиль. Аббас Аракчи публично обратился к Трампу с призывом отказаться от военного сценария и сделать ставку на дипломатию. Формально речь идет о мире и переговорах, однако между строк читается предупреждение. Новая силовая попытка может привести к последствиям, которые выйдут далеко за рамки Ирана. При этом сам Аракчи фактически признает отсутствие позитивного опыта диалога с Соединенными Штатами Америки, подчеркивая, что дипломатия предлагается не из доверия, а из холодного расчета. Параллельно заявления Трампа о поддержке протестов в Иране и его призывы к захвату органов власти выглядят как отдельный трек давления. Официально это риторика о правах иранского народа, а неофициально – попытка раскачать ситуацию изнутри, не начиная прямую войну. В итоге вырисовывается знакомая конфигурация. Публично – разговоры о переговорах, за кулисами – ставка на санкции, психологическое давление и внутреннюю дестабилизацию. Остается вопрос, является ли текущий дипломатический обмен реальной попыткой избежать войны или лишь последним формальным этапом перед новой фазой эскалации. По данным NBC, Дональд Трамп действительно хочет, чтобы возможный удар по Ирану был быстрым и решительным, не перерастая в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Однако его советники сомневаются, что даже такой удар способен обрушить иранский режим, и опасаются масштабного и жесткого ответа Тегерана по американским объектам в регионе.
На этом фоне появились сообщения о возможной переброске на Ближний Восток авианосной группы USS Abraham Lincoln. Одновременно распространяется версия, что удар был отложен из-за отказа Саудовской Аравии, Катара и Турции предоставить свое воздушное пространство или разрешить использование американских баз, опасаясь ответных иранских ударов. Однако такая версия выглядит спорной, учитывая потенциальные выгоды этих стран от ослабления Ирана, от геополитических до экономических, включая энергетику и региональные транспортные коридоры. Израильское издание «Вала» со ссылкой на военного аналитика Амира Бахбота сообщило, что удар Соединенных Штатов Америки был отменен за несколько минут до начала, после личного вмешательства Трампа. Самолетам, вылетевшим с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, было приказано вернуться, а воздушное пространство Ирана вновь открыли. Трамп, по данным источников, дал понять, что санкционирует военную операцию только в случае гарантированного решительного результата. Однако официальные лица предупредили, что Соединенные Штаты Америки могут не справиться с масштабным иранским ответом. В этой связи все чаще обсуждается версия, что военная атака рассматривалась лишь как вспомогательный элемент более сложного сценария, в центре которого находилась попытка внутреннего переворота, запланированного на середину января. Этот сценарий, судя по всему, провалился, Хаминеи сохранил контроль над ситуацией, а быстрая смена режима стала невозможной, что резко снизило целесообразность прямого удара Соединенных Штатов Америки. На этом фоне появилась информация об аресте бывшего президента Ирана Хасана Рухани. Если эти данные подтвердятся, совпадение его ареста с отменой американской атаки выглядит как минимум не случайным и поднимает вопросы о закулисных процессах внутри иранской политической элиты. Тем временем Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 11 высокопоставленных иранских чиновников и ряда ключевых структур, включая крупнейший банк страны Мелли. Международные эксперты сходятся во мнении, что конечной целью Израиля и администрации Трампа остается смена режима в Иране, и наиболее предпочтительным способом для этого считается внутренний взрыв – беспорядки, мятеж или восстание по аналогии, но в обратном направлении – с событиями 1979 года. При этом нынешнему руководству Ирана отступать некуда, и борьба для него носит экзистенциальный характер. В этом контексте показательно совместное видео Резы Пехлеви и сенатора Соединенных Штатов Америки Линдси Грэма в поддержку иранского народа. Белый дом также предупредил Тегеран о серьезных последствиях в случае казней протестующих, заявив, что около 800 казней якобы были отменены. Дополнительным сигналом эскалации стало сообщение Forbes о направлении на Ближний Восток авианосца CVN-72 Abraham Lincoln. Генерал-майор корпуса стражей исламской революции Мохсен Резай, в свою очередь, заявил, что вероятность войны существует и военное руководство находится на своих позициях, ожидая дальнейшего развития событий. На региональном фоне сохраняется напряженность и в Сирии. Президент Ахмед Аш-Шараа заявил, что страна стоит перед выбором между построением единого государства и дальнейшей фрагментацией по конфессиональному и этническому признаку. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что в случае провала диалога между Дамаском, Рабочей партией Курдистана и сирийскими демократическими силами силовой сценарий остается возможным. Он также подчеркнул, что европейские лидеры избегают публичных контактов с Биньямином Нетаньяху, фактически указывая на его международную изоляцию за пределами Соединенных Штатов Америки. В совокупности все это формирует крайне нестабильную и напряженную картину, где дипломатия, военное давление, санкции и сценарии внутренней смены власти переплетены в единый узел, развязка которого по-прежнему остается неопределенной. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока. Оставайтесь с нами.